Лучшие растения для укрепления иммунитета. В глубине древних лесов, где тени деревьев создают причудливые узоры на земле, произрастает растение, которое может изменить вашу жизнь. Представьте себе траву, способную защитить вас от болезней, укрепить иммунитет и подарить ощущение невероятной силы. Это не фантастика, это реальность, которую знали наши предки сотни лет назад. Но что, если секрет кроется не в одном растении, а в целом комплексе природных средств? Сегодня мы раскроем самые сокровенные знания об уникальных травах, которые помогут вам стать здоровее и выносливее. Многие люди недооценивают мощь натуральных средств, предпочитая современные препараты. Однако именно природа дарит нам настоящие чудодейственные вещества. Одним из таких удивительных растений является эхинацея. Ее история началась много столетий назад, когда индейские племена Северной Америки использовали ее для лечения различных заболеваний. Они заметили, что трава обладает способностью ускорять выздоровление и защищать организм от инфекций. Интересный факт. Они применяли ее не только внутрь, но и как местное средство для заживления ран. Современные исследования подтверждают мудрость наших предков. Эксперименты показали, что использование эхинацеи может сократить продолжительность простуды почти наполовину. При этом она работает не просто как антибиотик, а как стимулятор собственных защитных механизмов организма. Важно отметить, что существует несколько видов этого растения, и каждый из них имеет свои особенности применения. Например, эхинацея пурпурная особенно эффективна для профилактики сезонных заболеваний. Однако нельзя забывать о правилах использования. Некоторые люди совершают ошибку, принимая эхинацею слишком долго. Дело в том, что ее действие основано на периодическом воздействии на иммунную систему. Продолжительность приема должна составлять не более 3 недель, после чего необходимо сделать перерыв. Именно такой подход позволяет добиться максимального эффекта без риска привыкания. Другим замечательным представителем природных помощников является женьшень. Этот корень известен своими адаптогенными свойствами, способностью помогать организму справляться со стрессом. История его использования насчитывает тысячи лет. Китайские императоры ценили женьшень выше любых других сокровищ, считая его источником вечной молодости и силы. На самом деле, его действие гораздо шире, он влияет на работу практически всех систем организма. Научные данные подтверждают, что регулярное применение женьшеня может значительно повысить работоспособность и устойчивость к внешним факторам. Особенно важно помнить о правильной дозировке, избыток этого растения может вызвать обратный эффект. Оптимальный курс составляет около 2 месяцев с последующим перерывом. Интересно, что существуют различные виды женьшеня, каждый из которых имеет свои особенности применения. Например, красный женьшень чаще используют для повышения энергии, а белый – для восстановления после болезни. Не менее важным компонентом натуральной аптечки является золотой корень или радиола розовая. Его название говорит само за себя действительно. Этот корень похож на маленькие золотые иглы. Он был особенно популярен среди скандинавских воинов, которые использовали его для повышения выносливости и концентрации. Современные спортсмены также высоко ценят его свойства. Исследования показывают, что радиола может значительно улучшить когнитивные функции и снизить уровень тревожности. Она особенно полезна для тех, кто испытывает постоянные нагрузки. Однако важно помнить о некоторых противопоказаниях, например, людям с повышенным давлением следует быть осторожнее с ее применением. Рекомендуемый курс составляет около 4 недель, после чего необходим перерыв. Еще одним удивительным растением является элеутерокок. Его называют сибирским женьшенем, хотя на самом деле это совершенно самостоятельный вид. История его использования началась в России, где ученые обратили внимание на его удивительные свойства. Во время Холодной войны его активно применяли советские астронавты и спортсмены для повышения выносливости и адаптации к стрессовым ситуациям. Научные данные демонстрируют, что элеутерокок может значительно улучшить иммунную защиту организма. Особенно важно то, что его действие накопительное, чем дольше вы его используете, тем лучше результат. Однако здесь также есть свои особенности применения. Не рекомендуется начинать прием осенью или весной, когда организм уже находится в состоянии повышенного стресса. Лучше всего начинать курс летом, когда естественная нагрузка минимальна.
Каждое из этих растений обладает уникальными свойствами, но их совместное применение может дать потрясающий результат. Однако важно помнить о некоторых правилах сочетания. Например, эхиноцею лучше не комбинировать с женьшенем, так как их действия могут частично нейтрализовать друг друга. Зато элеутерокок отлично сочетается с радиолой, дополняя ее действие и усиливая общий эффект. Практический опыт показывает, что многие люди делают одну и ту же ошибку, начинают прием трав только при появлении первых симптомов заболевания. На самом деле, профилактический подход гораздо эффективнее. Регулярное применение натуральных средств позволяет организму постоянно поддерживать оптимальный уровень защиты. Интересный факт: люди, которые систематически используют эти растения, реже болеют гриппом и другими вирусными заболеваниями. Важно также помнить о качестве сырья. Многие покупатели выбирают готовые препараты, не задумываясь об их происхождении. Однако именно условия выращивания и сбора определяют конечный результат. Лучше всего выбирать сертифицированные продукты, произведенные в экологически чистых регионах. Интересно, что некоторые производители даже указывают конкретные координаты мест сбора, что говорит об их профессионализме и ответственности. Теперь давайте поговорим о конкретных примерах успешного применения этих трав. В одной клинической практике наблюдался случай, когда пациент, страдавший хронической усталостью, смог полностью восстановить свою работоспособность благодаря правильно подобранному комплексу растительных препаратов. Он начал с короткого курса эхиноцеи для стимуляции иммунитета, затем перешел на длительное применение элеутерокока и завершил курс радиолой для восстановления психоэмоционального состояния. Есть также история о группе спортсменов, которые использовали эти растения для подготовки к важным соревнованиям. Они разработали специальную программу применения, учитывая особенности каждого растения. В результате не только улучшились спортивные показатели, но и значительно снизилось количество травм и заболеваний. Но не надо забывать о возможных ошибках. Одной из самых распространенных является попытка использовать все растения одновременно. Такой подход может привести к обратному эффекту, так как организм не успевает адаптироваться к каждому компоненту. Лучше составить четкий план применения, учитывая особенности своего здоровья и образа жизни. Подводя итог всему сказанному, можно с уверенностью сказать, что природные средства имеют огромный потенциал для укрепления здоровья. Однако ключ к успеху заключается в правильном подходе и внимательном отношении к своему организму. Если вы хотите изменить свою жизнь к лучшему, начните с маленького, включите в свой режим хотя бы одно из этих удивительных растений. Постепенно увеличивайте их количество, следуя рекомендациям и слушая свой организм. Уверены, что через некоторое время вы заметите значительные положительные изменения. Не бойтесь экспериментировать и находить свое идеальное сочетание трав, ведь природа создала для нас множество способов стать здоровее и сильнее. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.